Если у вас небольшой или умеренный храп и нет других серьезных заболеваний, эти упражнения займут около 10-15 минут в день. Итак, первое упражнение. Упритесь кончиком языка в небо и проведите им спереди назад 20 раз. Второе упражнение. Цокайте языком о верхнее небо 20 раз. Третье упражнение. Сдвигайте заднюю часть языка назад, одновременно удерживая его кончик на задней поверхности нижних передних зубов. Так сделайте тоже 20 раз. Четвертое упражнение. Приподнимите мягкое небо вместе с язычком 20 раз. То же самое вы делаете, когда врач осматривает горло и просит сказать «А». Пятое упражнение. Правый указательный палец заведите в рот между зубами и левой щекой. Пальцем отодвигайте щеку, одновременно сопротивляясь щекой. Так сделайте 10 раз с каждой стороны. Шестое упражнение. Во время еды переменно жуйте и глотайте то с одной стороны, то с другой стороны. А после того, как откусите кусочек, приподнимите язык к небу во время глотка, не напрягая мышцы щек. Вы спросите, как долго тренироваться? Если вы ходили полгода в спортзал, а потом бросили занятия, то постепенно потеряете хорошую физическую форму. То же и с тренировками мышц горла. Для поддержания эффекта упражнения следует проводить регулярно. Попробуйте сделать упражнения для мышц верхних дыхательных путей частью ежедневного ухода за собой. Например, проводите их после того, как почистили зубы или перед сном.